Привет, физкультурники! Ну что, мы добрались до крайнего видео про приседания, но далеко не до последнего видео про функциональный тренинг. Итак, сегодня мы продолжаем тему приседания. И сегодня мы с вами будем рассматривать последних, ну не последних, но в общем-то последующих два приседания. Это фронт сквот и оверхед сквот. Итак, друзья, если вы не видели первых, да, обязательно посмотрите, для того, чтобы смотреть все подряд, а не прыгать с видео на видео, чтобы у вас был какой-то порядок в просмотрах и как надо наращивать приседания и переходить от одного к другому. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Но прежде всего, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, мы прошлое видео закончили на бэк-сквоте, и у нас как бы идет продолжение. Да, следующее должно быть фронт-сквот, там оверхед-сквот, но по большому счету мы не обязаны делать именно после бэк-сквот, ждать какое-то время, там что-то тренировать, прежде чем переходить. Нет, по большому счету переход здесь может быть очень прост, легок и достаточно быстр. Просто по сложности выполнения все-таки фронт-сквот и после него, естественно, оверхед-сквот, они чуть сложнее, чем бэк-сквот, и поэтому я бы вам предложил вначале все-таки потренировать немного бэк-сквот, привыкнуть к нему, привыкнуть к весам, подняться на какие-то более-менее такие уже тяжелые веса, поработать, привыкнуть к тяжести штанги и потом уже переходить и тренировать фронт-сквот вначале. И плюс у вас уже будут веса, то есть вы уже не обязательно будете приседать прямо там совсем с пустым баром, может быть только поначалу, чтобы немножко как бы привыкнуть и поработать технику, но в общем-то вы уже сможете достаточно быстро поднимать веса, если у вас уже будут наработанные не на бэк-сквоте. И потом вы можете их в общем-то параллельно тренировать. То же самое в общем-то и с оверхед-сквотом в дальнейшем. Но пока мы говорим про фронт-сквот. И прежде всего, конечно, хотелось бы подчеркнуть некоторые отличия. То есть, в общем-то, бэк-сквот мы положили штангу на плечи. Как делать и что, вы можете посмотреть в прошлом видео и это изучить. Отличие состоит в некоторых небольших вещах. Как первое, в фронт-сквоте у нас все-таки штанга лежит на груди, а не на спине. То есть тут где-то сантиметров 10, там может 15 есть расстояние, где у нас штанга лежит все-таки чуть спереди. А что это означает? Правильно, так же, как и в первом видео, когда мы говорили про гоблет-сквот, когда мы держим гирю впереди, у нас весь штанги находится впереди. То есть он у нас будет больше ломать и тянуть нас вперед. Это значит, что нам надо иметь достаточно крепкую спину, чтобы не падать вперед и не ломаться. Потому что, напоминаю, вес мы должны все-таки держать на пятках, стоять ровно на всей стопе и держать его на пятках. Окей. Штанга спереди нас начинает тянуть, большая идет нагрузка дополнительная на низ спины и на поясницу, то есть это надо все-таки удерживать. И не только на самом деле поясницу, наверх спины тоже, потому что есть люди, которые, может быть, будут ломаться и уходить в поясничном отделе вниз, а есть, которые будут просто сгибаться вниз и штанга будет скатываться. Вот. Но есть некоторые вещи, которые помогают нам с этим бороться, но все-таки нам нужна крепкая спина, это первое. Второе, это надо учитывать, да? Второе, нам надо все-таки, если даже в бэк-сквоте мы, да, имеем хоть какую-то небольшую возможность, хоть чуть-чуть уйти плечами вперед, да, чуть-чуть сделать небольшой наклон, то этот наклон вот в фронт-сквоте может быть достаточно фатален, и мы можем просто не поднять штангу, уронить ее. Поэтому здесь это надо избегать и держать плечи еще выше и спину еще ровнее, чем в бэк-сквоте. Для того, чтобы нам помочь спине, у нас есть некоторые вещи, которые могут нам помочь руки. В чем? Мы когда держим бэк-сквот, фронт-сквот, я вам покажу это позже, мы все-таки должны держать штангу, поднимая локти как можно выше. Если мы будем стоять, то есть наша стойка во фронт-сквоте, она следующая. Мы стоим ровно, мы держим грудь вперед, спину ровно, но при этом плечи надо выдвигать немного вперед, потому что штангу мы не держим руками, мы ее кладем на плечи и поддерживаем руками. Но мы не просто поддерживаем руками, типа вот так вот взяли и все. Нет, мы должны поднимать локти как можно выше, друзья, толкать ее как можно ближе, удерживая на плечах. И вот эта позиция локтей, когда они параллельно полу, помогает нам удерживать штангу вверху и более ровно спину. При этом, когда мы будем опускаться вниз, мы, неважно куда идем, вниз или наверх, мы всегда должны держать локти параллельно полу. И даже более того скажу, когда мы поднимаемся вверх, мы должны тянуть локтями вперед, потому что вес нас будет тянуть вниз, а мы должны сопротивляться, поднимать локти. И вот это небольшое движение поднятия локтей вверх поможет нам легче и лучше и быстрее встать вверх со штангой на груди.
Это второе, то есть локти. И третье, последнее, ну, может, скажем, третье, четвертое, да, в общем-то, неважно. Это то, что в данном приседании нужно все-таки иметь хорошую разминку на плечевой сустав и на кисти. Потому что не все могут поднять штангу и держать ее ровно. Иногда плечевой сустав не позволяет. А если мы соединяем еще плечевой сустав и кисти вместе, то в основном как держат? Вот приблизительно вот так, да, то есть больше пальцами, чем руками, и поднимают вверх. То есть в этом упражнении очень важна растяжка плечей и кистей для того, чтобы удерживать штангу реально ровно. По своему опыту могу сказать, у меня она не сильно хорошая, эта растяжка. То есть я вам сейчас даже покажу, то есть когда легкий вес, скажем, просто бар один, то я его держу приблизительно вот так, да, я не могу поднять высоко локти, потому что если я поднимаю, у меня штанга просто в воздухе, я не могу ее опустить здесь. Но когда я вешаю вес, там уже начинает где-то килограмм 60, она становится достаточно тяжелой, чтобы прижать мои руки к плечам, то есть чтобы прижать мои руки, не руки, а чтобы сопротивляться моим рукам и прижать штангу к плечам, и тогда я могу действительно поднять локти достаточно высоко, удерживая полным хватом или практически там полный хват, но никак не пальцем, то есть у меня вот высоко достаточно локти висят. Вот, и поэтому обязательно, друзья, растягиваем, работаем над растяжкой плечей, суставов, укрепляем, извиняюсь, накрепляем, да, укрепляем суставы разными упражнениями, потому что будет больно, будут болеть кисти от этого упражнения, поэтому их надо также не только растягивать, но и укреплять. Это вам только в будущем поможет в вашем приседе со штангой на груди или фронт-сквот. Ну а сейчас посмотрим демонстрацию, так сказать. Итак, друзья, я вам, как всегда, покажу это с этой стороны, но мы помним, да, мы заходим всегда под штангу спереди и делаем шаг назад, а не шаг вперед. Всегда лицом стоим к ригу. Я для удобства, чтобы вам было удобно, показываю вам отсюда. Итак, мы берем штангу, кстати, еще одно правило, мы штангу берем всегда чуть шире наших плеч. Окей? Можно чуть шире, у кого растяжка получше, у кого похуже, можно чуть пошире, но, в общем-то, это должно быть всегда шире наших плеч. Как всегда, заходим двумя ногами под штангу, чуть присаживаемся, разворачиваем плечи, кладем ее на плечи и делаем шаг вперед, но, в общем-то, назад. Если вы видите, у меня плечи достаточно низко сейчас локти смотрят, потому что, во-первых, я не разогретый, а во-вторых, вот с пустым баром, если я возьму полным хватом и начну поднимать, вот у меня штанга висит просто в воздухе, поэтому я, чтобы опустить ее, приходится держать пальцами. Итак, стойка все такая же стойка, как во всех приседах. Единственная разница, что теперь у нас, правильно, нагрузка больше идет на нижнюю часть спины. Поэтому мы, приседая, поднимаем локти как можно выше. Присели вниз, стараемся удержать плечи высоко и, вставая, толкаем локтями вверх, тянем. Кому неудобно, можно, если, скажем, вы стоите в позиции ног, когда они на расстоянии друг от друга, сука, как же это на русском называется? Таза. Теперь, друзья, также смотрите, если вы стоите, например, в бэк-сквоте, вы приседаете, если у вас расстояние между ног, это расстояние вашего таза, и вам может быть чуть-чуть неудобно во фронт-сквоте, то же самое, можете стать чуть пошире, да, то есть до ширины плеч, в общем-то, это не проблема, расставлять ноги шире, чуть-чуть не надо, это уже больше будет как сумо-сквот. Итак, мы держим, опять, друзья, вот я встал чуть-чуть пошире, держим, локти вверх, опускаемся вниз как можно выше, держа локти, и потом, выпрямляясь вверх, толкаем ими вверх штангу. Теперь, друзья, также смотрите, если вы стоите, например, в бэк-сквоте, вы приседаете, если у вас расстояние между ног, это расстояние вашего таза, и вам может быть чуть-чуть неудобно во фронт-сквоте, то же самое, можете стать чуть пошире, да, то есть до ширины плеч, в общем-то, это не проблема, расставлять ноги шире, чуть-чуть не надо, это уже больше будет как сумо-сквот. Итак, мы держим, опять, друзья, вот я встал чуть-чуть пошире, держим, локти вверх, опускаемся вниз как можно выше, держа локти, и потом, выпрямляясь вверх, толкаем ими вверх штангу. И, друзья, еще раз сбоку, да, так, теперь я буду вам показывать, как правильно это вот лицом к ригу, как я и сказал, к стенду, зашли, подняли штангу, отошли шаг назад, как всегда мы никуда не гуляем, шаг, максимум 1,5. Держим локти вверху, присели, ровно вниз, плечи наверху,
ровно встали. Не падаем вперед, не падаем слишком назад, удерживая все время вес на пятках, присели, встали. Заметьте, друзья, если вы будете не держать вес на пятках, а будете держать его, вас будет слишком толкать вперед, и вы будете перекатываться на носки, то это тоже проблема, так как вас просто в какой-то момент вес перетянет вперед, вы все равно просто бросите штангу, или просто спина не выдержит слишком большого наклона, она прогнется, и вы опять же бросите штангу на пол. Поэтому здесь очень важно отрабатывать также. То есть я бы даже сказал так, друзья, что если в бэк-сквоте нужна хорошая, как бы в любом случае, растяжка таза и ног для того, чтобы садиться в хороший сквот вниз, то я думаю, что во фронт-сквоте она нужна еще более лучше, потому что все-таки, держа штангу впереди, движение чуть-чуть другое, и здесь надо еще более сильная растяжка в вашем тазобедренном суставе для того, чтобы опуститься вниз как надо, удерживая вес на пятках, а не на носках. Поехали дальше. Итак, друзья, следующее упражнение, которое мы рассмотрим, это overhead squat. То есть это уже чисто такое тяжелоатлетическое упражнение, оно не всем подходит, но так как наш канал про кроссфит, и мы все-таки занимаемся кроссфитом, и я надеюсь, что у вас тут большинство из вас это кроссфитеры, которым это движение нужно, поэтому мы его также рассмотрим. Или просто любители тяжелой атлетики, да. Итак, overhead squat по своему, в общем-то, техническим своим данным, он еще более сложный, чем фронт-сквот. То есть по сложности выполнения и по сложности гибкости, которая в нем нужна, он у нас как бы получается на вершине пищевой цепочки, скажем так. Итак, что же тут надо знать? Первое. В общем-то, положение ног внизу, так же, как и везде. Единственное, что, может быть, опускаясь вниз, тут становимся чуть-чуть пошире. Все-таки я бы начинал даже, ну, что значит пошире? В общем-то, тут стоять на ширине вашего таза уже будет не очень удобно, только если у вас очень крутая растяжка в тазовом суставе. В общем-то, большинство становится все-таки пошире и стоят уже больше на ширине плеч, для того, чтобы сесть здесь вниз. Второе. Растяжка таза сустава должна быть тут еще лучше и еще больше, потому что вы понимаете, что здесь, держа штангу над головой ровно вверху, вы не можете себе позволить садиться вот таким вот образом. То есть тут надо совсем уж ровно быть спиной вверх. Небольшой отклон может быть вперед, но он позволителен только если у вас достаточно хорошая гибкость в плечах. Опять же, дальше, гибкость в плечах, она тут, по-моему, еще должна быть, не по-моему, она точно должна быть еще более лучше. И более, то есть мобильность, даже не гибкость, а мобильность в плечах в данном упражнении будет еще должна быть более качественной и лучше, потому что если у вас хорошая гибкость в тазобедренном суставе, и можете опуститься ровно со спиной вниз, то, конечно, проблем нет. Вы можете, в общем-то, удерживать штангу ровно над головой, при этом садиться вниз. Но у большинства людей это не так, и поэтому даже при приседании со штангой над головой мы что делаем? Мы все-таки чуть-чуть уходим вперед. Как вы видите, если вы уходите вперед, руки уходят вперед. Это значит, что ваша штанга уже с вашей фронтальной плоскости уходит в переднюю, чуть вперед. А с весом, даже с небольшим над головой, как только штанга уходит с весом вперед, она сразу либо падает, либо вам приходится делать шаг вперед для того, чтобы ее поймать, потому что иначе вы просто не удержите. Поэтому что в этом случае происходит? Если у вас плохая гибкость в плечах, вы просто уроните штангу. Поэтому вам надо работать над гибкостью для того, чтобы, уходя в плечами чуть-чуть вперед, ну не плечами, извиняюсь, а всем корпусом, при приседе уходя чуть вперед, вы могли отвести руки чуть-чуть назад. И что получается? Если мы стоим ровно, друзья, у нас штанга ровно над головой. Как только мы начинаем приседать и уходить чуть-чуть плечами вперед, у нас штанга перемещается чуть-чуть назад, оставаясь в середине нашей фронтальной плоскости. В данном упражнении, друзья, фронтальная плоскость очень важна. То есть вот у нас фронтальная плоскость, когда мы стоим ровно, это ровно посередине. От штанги проходит посередине тела и проходит по середине нашей стопы. То есть любое отклонение вперед-назад, в зависимости от веса, если вес небольшой, мы с этим, может быть, еще справимся. Если вес достаточно большой, мы не справимся, штанга просто нас перетянет, и мы ее уроним. Поэтому это очень важно. И вот в данном упражнении как гибкость бедер, так и гибкость плечевого сустава очень важна. Кроме того, кисти также очень важны, потому что когда мы держим штангу над головой, надо стараться держать штангу ровно, вот именно, чтобы ничего не давило. Ну, как бы совсем ровно не получится, она будет все-таки чуть-чуть, как бы, да, вот так вот в таком положении, рука чуть-чуть прогнута назад, но не держать штангу вот здесь, чтобы давила на кисть, а держать штангу посередине, чтобы она все-таки давила больше на руку, и вы все-таки костью ее толкали, а не вот тут где-то на пальцах, и вам заламывает. Потому что при таких заломах
болевые ощущения также могут помешать вашему движению или выполнению вашего упражнения в overhead сквоте или snatch, или там power snatch, неважно. Любое тяжелоатлетическое упражнение, где у вас есть штанга над головой в позиции snatch, может просто, если вы держите ее на кончиках пальцев, не на кончиках пальцев, а вот тут вот на краю ладони, и вам давит на кисть, может сыграть с вами плохую шутку. Поэтому это тоже очень важно, удерживать штангу как можно ровнее, и чтобы она была над костью, а не в воздухе. Так, друзья, прежде чем мы перейдем к демонстрации, еще несколько вещей, которые я хотел бы вам насчет overhead squat объяснить. Первое, насколько широко нужно брать гриф. Я это посмотрел у Тарахти, мне это очень понравилось, для того, чтобы сильно не ломать голову, что-то там мучиться. Мне его система очень понравилась, как он это предлагает, и я также предлагаю делать это и вам. То есть мы берем палку, 90 градусов рука в сторону, 90 градусов рука ровно вверх. То есть между руками у нас 90 градусов. Опустили палку вниз, вот это вот ваш хват. Теперь, я не говорю, что это хват 100%, которым вы должны работать. Нет, это хват, который вы можете начать делать overhead squat, а уже в зависимости от того, будет вам удобно, неудобно, вы можете его корректировать. Вы можете взять его чуть поуже, можете взять его чуть пошире, как вам удобно. Но по большому счету, если мы берем вот 90 градусов между руками, взяли, вот это наш хват, что мы делаем? Мы просто прикладываем его к штанге и смотрим. То есть то, что он мне показывает, это как раз приблизительно тот хват, который я и держу на самом деле на штанге. Вот, то есть попробуйте, поиграйте с этим, это должно вам помочь определиться, как брать хват правильно. Дальше, вторая вещь, которую я хотел сказать насчет плечей. Значит, смотрите, друзья, что у нас происходит с плечами. Во-первых, всегда плечи никогда не болтаются. Плечи всегда у нас, когда мы держим штангу над головой, даже когда мы приседаем, они активны. То есть мы всегда толкаем гриф вверх. Всегда мы толкаем вес вверх. Мы никогда не расслабляем, всегда делаем толчок вверх. Второе, если у вас, вот видите, у меня локти шевелятся, да, я могу их повернуть, смотрят наверх, могу повернуть, смотрят сейчас в вашу сторону на камеру. То есть я не знаю, сбоку будет это видно или нет, вот видите, можно их вот крутить. Если вы в состоянии это сделать, потому что, как я увидел на многих примерах, есть люди, которые просто не могут этого сделать, и мне на самом деле это выглядит странно, но это, к сожалению, так. Если вы можете развернуть, советую вам повернуть локти вперед. Во-первых, что это даст? Во-первых, поворачивая локти вперед, вы провернете еще чуть-чуть в плечо, и еще больше упретесь лопатками, лопатки как бы сойдутся вместе, еще больше упрутся, ваши плечи поднимутся вверх, это помогает удержать штангу, это раз. Второе, когда большой вес над головой, если ваши локти смотрят вверх, что происходит обычно? Штанга, вес тяжелый, начинает давить, и руки просто сгибаются, потому что мышцы не удерживают держать. Что происходит, когда мы поворачиваем локти? Нам некуда сгибать руки, руки не могут сгибаться. То есть, что у нас, друзья, происходит в локтевом суставе? То есть, у нас есть вот локтевой сустав, к примеру, да. Теперь, если штанга, вот это наш локтевой сустав, если штанга давит сверху, он просто прогибается, потому что мышцы не удерживают, и он опустился. Что происходит, когда мы проворачиваем его вперед? Происходит следующее, что даже если вес давит, кость в кость кость в кость просто упирается, и ему некуда здесь прогибаться. То есть в таком положении он просто выдержит гораздо больше вес, чем вот в таком. Потому что здесь у нас нет никаких мышц. Кости уперлись, и все, дальше некуда прогибаться. Итак, друзья, как я сказал, мы взяли ширину, которая вам нужна, удерживаем ее, да, штанга, плечи активны, развернуто вперед, стали чуть пошире, ширина плеч, и в этой позиции все остальное, ноги, локти, ваш таз, все двигается, как и в обычном сквоте. Приседаем. Присели, видите, я плечами чуть ушел вперед, я вам потом сбоку покажу. Штанга ушла чуть назад. Я ее могу здесь удержать. Ушли, поднялись наверх. Могу удержать, потому что у меня достаточно гибкости в плечах для того, чтобы удержать. Потому что совсем ровно я сесть не могу. Сели, встали. Окей? Это был, так сказать, вид сзади. Сейчас посмотрим вид сбоку. Итак, друзья, вид сбоку. Окей? То есть мы держим штангу, подняли. Итак, как я говорил, друзья, вот, и плечи активны, локти разведены, держим штангу над головой, приседаем. У меня чуть-чуть все-таки корпус уходит вперед, я не могу совсем ровно выровняться. Держим, видите, корпус вперед, но штанга все равно ровно над нашими стопами. Встали, выпрямились. Еще раз. Присели,
встали. Окей? Вот таким образом, друзья, мы приседаем со штангой над головой. Кстати, я могу вам сказать, что вот да, именно в этом упражнении меня все-таки чуть-чуть переталкивает вперед. Мне тяжело удержать себя на пятках. Я чувствую, что они чуть-чуть отрываются. Поэтому вот это мне нужно сейчас работать больше над моей мобильностью, для того, чтобы я мог все-таки больше перевести вес на пятки. Потому что с легким весом это мне не сильно мешает. С тяжелыми весами я очень чувствую, как у меня прямо носки напрягаются, чтобы она не ушла вперед. Поэтому надо вот над этим работать, и вам советую тоже над этим обязательно работать. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем серию приседаний. Окей, обязательно посмотрите все с начала до конца. Обязательно скажите, что вам понравилось, может быть, что-то не понравилось или что-то было непонятно. Я понимаю, что я, может быть, объясняю не всегда что-то понятно. Мне лично это понятно, вам, может быть, что-то непонятно. Я обязательно это объясню еще раз или отвечу вам в комментариях. Поэтому оставляйте свои комментарии по тому, что вы думаете по этому поводу. И мы переходим к следующей серии наших видео про функциональный тренинг, а про что вы увидите это дальше. Поэтому обязательно не забывайте подписаться и не пропустить новые видео, которые будут выходить. На этом, друзья, я с вами буду прощаться. Надеюсь, что вы все повторите и все проработаете. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.